Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку. Приятного просмотра. Жил-был мужчина по имени Андрей. Он был известным спортсменом, занимался профессиональной ходьбой и даже несколько раз побеждал на международных чемпионатах. Но помимо соревновательного духа и жажды победы, у Андрея была еще одна страсть – он обожал гулять в лесу. Протяженные тропы среди деревьев, свежий воздух и спокойствие природы вдохновляли его и помогали отдохнуть от городской суеты. Каждую неделю Андрей отправлялся в ближайший лесной массив. Он брал с собой минимальный набор вещей – компас, флягу с водой, нож и небольшой перекус. На этот раз его путь лежал в старый лес, который славился своей дикой и девственной природой. Здесь редко можно было встретить кого-нибудь, кроме случайных туристов или изучающих флору и фауну биологов. В этот день было особенно красиво. Лучи солнца пробивались сквозь листву, птицы весело щебетали, и даже легкий ветерок добавлял ощущение некоего волшебства. Андрей шел быстро и ритмично, ему нравилось чувство, когда ноги будто сами несут его вперед, а мысли становятся легкими и свободными. Прошел уже почти час, когда он вдруг заметил необычные следы на тропе. Они были большие и четко различимые, скорее всего, медвежьи. В таких лесах подобные встречи не были редкостью, но Андрей знал, что медведи обычно избегают людей. Он продолжил движение, но все же внимательно оглядывался по сторонам. Спустя несколько минут, когда он уже собирался свернуть на более узкую тропинку, с кустов послышался громкий, протяжный рык. Андрей замер. Сердце заколотилось быстрее, но он сохранил самообладание. Перед ним, в нескольких метрах, стоял огромный бурый медведь. Он выглядел агрессивно, и было заметно, что ему больно или он напуган. Андрей уже было собрался отойти назад, надеясь, что медведь просто уйдет в лес, но вдруг заметил, что задняя лапа животного застряла в металлическом капкане. Это объясняло его гнев и болезненные рыки, медведь пытался освободиться. Андрей почувствовал прилив сострадания, хотя понимал, что находиться рядом с таким зверем опасно. Он быстро достал из кармана телефон и немного дрожащими руками набрал номер службы по спасению диких животных. Оператор выслушал его и обещал, что помощь прибудет в кратчайшие сроки. Андрей знал, что необходимо оставаться на месте, чтобы направить спасателей, но вместе с тем понимал, что должен держаться на безопасном расстоянии. Он внимательно следил за медведем, который то успокаивался, то снова начинал беспокойно двигаться. Медведь, хоть и был в ярости, как будто понимал, что Андрей не желает ему зла. Спустя какое-то время, которое показалось вечностью, издалека послышался шум мотора. Спасатели прибыли быстро и, рассмотрев ситуацию, начали осторожно приближаться. Андрей помогал им, указывая дорогу и успокаивая медведя тихими, ровными словами. Сотрудники службы работали оперативно и вскоре освободили животное, воспользовавшись специальными инструментами и средствами для временного обездвиживания. Затем медведя осмотрел ветеринар, чтобы убедиться, что его здоровье не под угрозой. Через некоторое время медведя отпустили на свободу, а Андрей почувствовал огромное облегчение и радость. Будто сам прошел какую-то важную дистанцию в жизни, за которой следовало приятное чувство выполненного долга. Вернувшись домой, он еще долго вспоминал этот день. Теперь в его вечерние прогулки вошел еще один ритуал. Андрей всегда носил с собой телефон и компас, чтобы в случае чего снова прийти на помощь, если она потребуется. Ведь истинная сила и мужество заключаются не только в спортивных победах, но и в умении проявлять сострадание и помощь тогда, когда это действительно необходимо. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.